Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Бумеранг санкций прилетел обратно. Санкции против России, призванные ослабить Москву, превратились в яблоко раздора внутри самой Европы. Европейские банки обратились в суд с иском на 1,2 миллиарда к немецкой Линде из-за отказа продолжать строительство в Усть-Луге. Александр, как так получается? Нам же говорят то, что Европа единым фронтом против России. Что они там делят-то и почему к Линде? Они же такие хорошие. Ну, давайте вот сейчас про некоторые цифры буквально зачитаю, а потом как это в нашей серой действительности отражается. Итак, итальянский Unicredit подал отдельный иск почти на 450 миллионов евро, Коммерцбанк требует около 100 миллионов, а Bayern LB, ну, в общем, и еще ряд банков, там 270 и 50 миллионов соответственно. Вообще, общая сумма претензий, вот если всех посчитать, около миллиарда евро получается. А в 2021 году «Газпром» и «Русгаздобыча» создали «Русхимальянс». «Русхимальянс» был заниматься строительством комплекса в Усть-Луге. И вот тут мы даже пару слов сейчас, говоря про Усть-Лугу, скажем про поставки газа в Европу и про качество поставляемого газа. Но перед этим, значит, подрядчиком выступила Линда Инжиниринг. Русхимальянс перечислил Линде больше миллиарда евро аванса. Банки, включая Deutsche Bank и Unicredit, выпустили гарантии авансовых платежей и исполнения контракта. В 2022 году ЕС ввел санкции, Линде остановила скорее работу, и Русхимальянс расторг контракт и потребовал вернуть аванс. Банки отказались платить, сослались на санкции. Российские суды арестовали их активы на миллиард евро. Теперь банки требуют эти деньги с Линде. Ну вот, собственно говоря, мы и поговорили, а что же там происходит. Но теперь немножко про контекст. Когда мы с вами видим заявление о том, что Европа вводит такие-то санкции или обсуждает такие-то санкции. По моим наблюдениям, многие люди у нас предполагают, что в Европе чиновники сначала посидели, посчитали, взвесили за и против, и только потом принимают решения максимально эффективные, максимально четкие, максимально легко исполняемые и не бьющие по интересам европейских компаний. Из финансовых, из промышленных, из финансово-промышленных групп, не суть важно. В общем, бьем по России, не бьем по Европе. Вот, видимо, из каких предположений, каков девиз должен быть у европейских чиновников. Но в реальности получается немножко не так. Если мы посмотрим на события 2022 года в разрезе санкционного давления, то уже к началу лета, ну, собственно говоря, к 3 июня примерно, было принято 6 пакетов санкций. Это довольно быстро. Каждый пакет включал в себя ряд направлений, ряд компаний, ряд отраслей, против которых вводились те или иные ограничения. При этом зачастую, как показала практика, не учитывались в полной мере риски, которые создавали эти санкции для отдельных европейских компаний и стран. Я напомню о знаменитой истории с газоперекачивающим агрегатом, а точнее с газовой турбиной из этого газоперекачивающего агрегата, которую отправили до введения санкций на плановые ремонты из России в Канаду, а из Канады из-за введения санкций не получалось эту самую турбину вернуть. Да, понятно, Канада не Европа, но принцип тот же самый. Мы сначала вводим санкции, вроде как мы там друг с другом коллективный Запад, ведь мы же понимаем, коллективный Запад, они там все единым фронтом, они друг с другом договорились и все определили, но в рамках этого коллективного Запада, ну, мягко скажем, уровень управленческих решений, который принимался особенно в первой половине 2022 года, был, мягко скажем, не очень высок. И зачастую не учитывались риски. Опять же, повторю этот тезис. То есть вот эту несчастную турбину доставили в итоге в Германию, а из Германии ее не смогли переправить в Россию. И далее ограничения коснулись, в принципе, самой возможности обслуживать турбины для поставки газа по
по Северному потоку. Это происходило до того, как Северный поток был какими-то неизвестными террористами взорван. Ну, можно ли предположить, что люди, которые вводили эти ограничения, они все просчитали? Нет, очевидно. Хорошо. Тут можно сказать, ну это Россия просто пользовалась удобным предлогом и поэтому ограничивала поставки и не принимала вот эту турбину. Но если вы стоите на такой позиции, то вы, во-первых, ошибаетесь, во-вторых, хорошо, давайте на секундочку предположим, что под вашей ошибочной позицией есть какое-то основание. Но в таком случае вам неплохо было бы заглянуть в пояснения и поправки, которые принимались тем же самым Европейским Союзом, точнее руководством Европейского Союза, к санкционным ограничениям. Ну, то есть как? Публикуются санкции, а потом те, кого касаются эти санкции из компаний на территории Европейского Союза, начинают писать официальные запросы. Вот это как понимать, а вот это как понимать, а можно ли нам делать вот это, если вы запрещаете вот то? И доходило до того, что 3 пояснения по одному и тому же вопросу приходилось публиковать. Ну, когда спрашивают, например, а вот можно ли нам там покупать вот то-то, то-то у России? Или поставлять то-то, то-то в Россию? И сначала следовало категорически нет, потом, ой, нет, но местами да, потом да, но все-таки нет в таких-то, таких-то случаях. И это демонстрировало непроработанность изначально вводимых ограничений и неучет тех самых рисков, которые создавались для внутренней экономики, для как банковского сектора, так и промышленных предприятий. При этом я замечу, что каждый новый пакет санкций, если мы посмотрим его по масштабу затрагиваемых объектов и субъектов, мельче предыдущих, по крайней мере, мельче тех, которые принимались вот в первой половине 2022 года, потому как то, что принималось в первой половине 2022 года, било сразу по секторам. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. По нефтепереработке, по поставкам угля, по поставкам нефти, по поставкам нефтепродуктов. Ну, то есть по целым большим направлениям, в которых задействованы как российские компании, так и наши европейские партнеры. Партнеры – это не Европа вообще. Партнеры – это конкретные хозяйствующие субъекты в Европейском Союзе, которым дали по рукам власти Европейского Союза и сказали: а-та-та, не надо дружить больше с Россией, все, включайте там форс-мажоры и выходите оттуда. Линда вышла. Она вышла не только из проекта в Усть-Луге, есть другие проекты, из которых Линда вышла, но, как показала практика, ну, проекты все еще живут, развиваются, работают. Благополучно работают. Но, тем не менее, вот Линда вышла. А есть обязательства перед банками. Ну, банки могут либо нарисовать дыру в своем бюджете, сказать: ну, что поделать, не получится нам эти деньги вернуть. Там арестовали, эти не возвращают. Что же нам делать? Либо они могут пойти и подать в суд. Что выберут банки?
они пойдут подавать в суд. В Европе это притом не какой-то признак текущего периода, что вот в Европе друг на друга стали подавать в суды. Не-не-не-не. В Европе постоянно крупные хозяйствующие субъекты друг с другом судятся. То есть, когда вы читали новости в десятых, допустим, годах о том, что на «Газпром», к примеру, подали в суд в Европе, и ой, какой кошмар. Ну, «Газпром» подавал на кого-то в суд. Те, кто подавал в суд на «Газпром», на своих партнеров из Европы подавали в суд. Ну, должна же судебная система чем-то заниматься. Ну, вот она чем-то занимается. Я сейчас иронизирую, безусловно, это не надо понимать буквально. То есть судебное разбирательство является нормальным развитием, ну, нормальной частью деятельности как производителей оборудования, так и банковского сектора. И банковскому сектору сейчас выгоднее подать в суд на ту же самую Линде. Вдруг Линде что-то заплатит. Ну, вдруг. Это ж лучше, если вы просто сложите ручки и скажете, ну, не получилось, значит, не получилось. Пусть Линды компенсирует. Может, суд встанет на сторону банков и скажет, да, Линды, вы должны компенсировать. Может, на сторону Линды. Нет, вы не должны ничего компенсировать. Само по себе разбирательство ни о чем не говорит. Но а, сама по себе вот эта мысль, что судебное разбирательство ни о чем не говорит, и вывод, который мы из этого можем сделать, что кто бы там ни победил, это их проблемы, и нас они особо не касаются, но это скучно, это неинтересно. Это, в общем-то, не в рамках данного канала. А вывод тут хотелось бы немножко другой сделать. Смотрите, в мире не так много крупных заказчиков. Не так много крупных заказчиков оборудования, которое поставляет Линды. Не так много крупных заказчиков оборудования, которые поставляют производители разного рода там ректификационных колонн в Италии, в Германии, разного оборудования, которое поставлялось в том числе на нефтеперерабатывающие наши заводы. Не так много покупателей криогенного оборудования, которые идут именно к европейским поставщикам. Ну, то есть они есть, безусловно. То есть это не то, что без России никуда. Нет. Ну, просто по ряду направлений либо конкуренция очень высокая, либо рынок небольшой, либо рынок небольшой и конкуренция высокая, либо даже очень большой рынок, но конкуренция высокая, и вы ее проигрываете. Ну и последнее. Я же обещал сказать про поставки газа. Смотрите, комплекс в Усть-Луге должен был решить сразу две большие задачи. Это первая задача – извлечение полезных компонентов из газа, который шел в Европу. И второе – это производство сжиженного природного газа, опять же, который можно было отправлять на экспорт. Это довольно крупный завод должен был быть. Сейчас вроде как он строится. Статус пока, знаете, периодически его объявляют, но в общем и целом он ясен только с той точки зрения, что строительство идет. Вот какое-то строительство идет. Всех ли мощностей, которые были задуманы, не совсем ясно, но какое-то строительство идет. А зачем нужно какие-то компоненты извлекать? Дело в том, что газ, который мы поставляли в Европу, радикально отличался от того газа, который, скажем, поставляется в Китай. Если при поставке в Китай мы на нашей территории все компоненты практически, кроме метана, собственно, извлекаем и дальше метан гоним, то в Европу шел многокомпонентный газ, порядка 10% которого это были этан, пропан и там ряд других еще составляющих. Этан мог достигать порядка 7% от массы поставляемого газа. А это означает, что этот газ брался теми же европейскими компаниями, например, немцами. Этан извлекался из этого газа и отправлялся дальше на переработку. Этан, этилен, полиэтилен, изделия из полиэтилена. А вот купите замечательные немецкие изделия из полиэтилена. Что вам, лениво, что ли? Да, из вашего сырья. И что? Ну вот, чтобы подобного не происходило, комплекс начали строить для извлечения этих компонентов, для переработки их на нашей территории и для того, чтобы дополнительно монетизировать этот газовый поток. То есть вам мы отправляем метан, а у себя оставляем все остальное. Все остальное и продаем отдельно. Вот такой интересный должен был быть комплекс, возможно, и будет комплекс. Ну и вот смешная ситуация с компанией Линда, перспективы которой прекрасны.
заставило нас вот вспомнить об этом комплексе. Будем надеяться, что все достроит, все будет хорошо. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч!